Добрый день, рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами продолжаем вязать кили-вили. Это третья часть видео. Сегодня мы будем вязать руки и ноги. Туловище и голова связаны, они нам пока не нужны, их откладываем в сторону. Напоминаю, что мы вяжем пряжей Alize Softy белым и черным цветом. Руки и ноги я буду вязать крючком номер 2,5. Итак, приступим к вязанию. Вязать начинаем с ножек. Для этого берем пряжу белого цвета и набираем в скользящую петлю 6 столбиков без накида. Второй ряд. 1 петля на подъем. В первую петлю провязываем 4 столбика без накида. В одну петлю 4 столбика. В следующую петлю провязываем столбик. Третью петлю столбик, затем снова делаем прибавку, провязываем 4 столбика в одну петлю. И в оставшиеся 2 петли провязываем столбики без накида. Закончили второй ряд. Третий ряд. 1 петля на подъем. В первую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. Во вторую петлю прибавка. В третью петлю прибавка. В следующую петлю столбик. В пятую петлю столбик, в шестую петлю столбик. Далее снова делаем 3 прибавки. В седьмую петлю прибавка, 2 столбика в одну петлю. В восьмую петлю прибавка. В девятую петлю прибавка. И в оставшиеся 3 петли провязываем столбики без накида. В конце этого ряда должно получиться 18 столбиков, а в конце второго ряда у нас было 12 столбиков. Четвертый ряд. Петля на подъем. В первую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. В следующую петлю столбик. В третью петлю прибавка. В четвертую петлю столбик. Пятую петлю прибавка, в шестую петлю столбик. Далее провязываем 3 столбика без накида. Затем в следующую петлю делаем прибавку, потом столбик, в следующую прибавка, столбик, затем еще прибавка, столбик. В оставшиеся 3 петли провязываем столбики без накида. В конце этого ряда у нас получилось 24 столбика. Пятый ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку, 2 столбика в одну петлю, в третью петлю столбик. И так нам нужно повторить 3 раза. Столбик, прибавка, столбик. И еще один раз. Столбик, прибавка, столбик. В следующие 3 петли провязываем столбики без накида. Затем провязываем столбик, потом прибавка, столбик. Повторим так еще 2 раза. Столбик, прибавка, столбик. И последний раз. Столбик,
прибавка, столбик. В последние 3 петли провязываем 3 столбика без накида. В конце этого ряда у нас получилось 30 столбиков. 6 и 7 ряд вяжем без изменений. В одну петлю 1 столбик. В одном ряду у нас сейчас 30 столбиков. 8 ряд. 1 петля на подъем. Делаем 6 убавок. Далее провязываем 3 столбика без накида. Затем убавка. В следующую петлю столбик. Потом убавка. Столбик. Убавка. И в оставшиеся 7 петель провязываем столбики без накида. Закончили 8 ряд. У нас осталось 21 столбик. 9 ряд. Делаем 3 убавки. Десятый ряд провязываем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 17 столбиков. 11 ряд. Делаем убавку. Потом провязываем 1 столбик. И так продолжаем до конца ряда. Убавка, 1 столбик. В конце ряда у нас останется 11 столбиков. 12 ряд. Этот ряд провязываем без изменений. В одну петлю 1 столбик. И в конце этого ряда меняем цвет пряжи на черный. Далее с 12 по 39 ряды провязываем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 11 столбиков. Теперь мы вяжем пряжей черного цвета. После 39 ряда ниточку отрезаем, оставляем хвостик для пришивания. И по этой же схеме вяжем вторую ногу. Вот такая нога получилась. И сейчас вяжем вторую такую же. Ноги связаны, и сейчас их можно отложить в сторонку. Теперь вяжем руки. В скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Начинаем вязание с белой пряжи. Второй ряд. 1 петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик. Во вторую петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так повторяем еще 2 раза. Столбик. В следующую петлю прибавка. Затем столбик, прибавка. В конце этого ряда у нас получится 9 столбиков. Третий ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю делаем прибавку, провязываем 2 столбика в одну петлю. И так вяжем до конца ряда. Столбик, столбик, в третью петлю прибавка. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, в четвертую петлю делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. Прибавка в каждую четвертую петлю. В конце этого ряда у нас получится 15 столбиков. Пятый ряд провязываем без изменений. В одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 15 столбиков. Шестой ряд. Провязываем 3 столбика без накида и делаем убавку.
И так вяжем до конца ряда 3 столбика, потом убавку. В конце ряда у нас останется 12 столбиков. Седьмой ряд. Провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку. И так повторяем еще 2 раза. 2 столбика, потом убавка. В конце этого ряда у нас останется 9 столбиков. Восьмой ряд. Провязываем без изменений в одну петлю 1 столбик. В этом ряду у нас 9 столбиков. В конце этого ряда мы меняем цвет пряжи на черный. Далее с 9 по 40 ряды мы вяжем без изменений в одну петлю 1 столбик. Здесь мы уже вяжем полностью черной пряжей. Всего в ряду у нас 9 столбиков. По мере вязания будем наполнять руку синтепоном. Связали руку, и теперь по этой же схеме нам нужно связать вторую такую же. Все части тела у нас готовы. Теперь пришиваем ручки и ножки, приклеиваем глазки и оформляем ротик. Пришила глазки, вышила зубы, ротик. Также на ручке я сделала глаза, как в оригинале. На животике не стала ему рот делать. И на этом наша работа закончена. Рост игрушки получился 38 сантиметров. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!